Клубника хороша не только для сладкой выпечки и десертов, но еще и прекрасно проявляет себя в несладких блюдах. Я подготовила именно такие вот необычные рецепты с клубникой, которые способны перевернуть взгляд на эту ягоду. Это будет ярчайший салат с клубникой, пряный соус из клубники к мясу, а также изысканный паштет из куриной печени с клубничным желе. В салате вы найдете сочетание кисло-сладкой клубники с яркой рукколой, нежным сыром, пикантным луком и маслянистыми орехами, а кисло-сладкая заправка соберет все это в нечто особенное. Соус из клубники удивит любого, кто его попробует, и понравится даже тем, кто не очень любит такие вот фруктовые соусы, потому что у него есть свой секретик, о нем чуть дальше. Ну а паштет – это моя любовь. Сам паштет нежнейший, словно крем, а клубничное желе игриво щиплет за язык. Это нечто потрясающее. Списки ингредиентов будут в конце каждой части видео и в описании. Кроме того, в описании будут некоторые рекомендации по замене ингредиентов. Обратите внимание, если для вас это актуально. Меня зовут Галина Артеменко, я рада вам на своем канале «Жизнь вкусная». Ставьте лайк ролику, чтобы сохранить себе эти рецепты с клубникой. Подписывайтесь, если вы еще не со мной, и нажимайте на колокольчик. Начнем с приготовления салата. Быстрый рецепт, который отлично подойдет даже для праздничного стола. Для 2 порций возьмите 150 граммов клубники, 30-40 граммов грецких орехов, 30-40 граммов сыра с синей плесенью, половину красной луковицы, 100 граммов рукколы. Для заправки 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки бальзамического уксуса, пол чайной ложки меда, соль, перец по вкусу, хлопья чили для пикантности. Начните с приготовления заправки. Буду готовить в банке, очень люблю этот способ. Отправляйте туда соль и перец, мед. У меня каштановый мед с очень сильным вкусом. Берите тот, который у вас есть. Влейте бальзамический уксус. Его можно заменить винным или даже лимонным соком, если уксуса нет, а приготовить очень хочется. Влейте растительное масло, закройте крышкой и хорошенечко потрясите банку, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Лучше всего использовать какое-то нерафинированное растительное масло, у меня оливковое. Подготовьте остальные ингредиенты. Клубнику помойте и очистите. Нарежьте четвертинками. Если ягоды мелкие, разрежьте надвое. Очистите и нарежьте полукольцами луковицу. Я предпочитаю красный лук, так как он мягче по вкусу. Большая миска не влезла в кадр, готовлю на видео 1 порцию из половины ингредиентов. Отправьте в миску рукколу и влейте к ней половину заправки. Аккуратно перемешайте все руками, чтобы сохранить текстуру зелени, не измять ее. Добавьте к зелени лук. В принципе, можно добавить его к зелени сразу, перед вливанием заправки. Перемешайте. Сервировка. В тарелку выложите щедрый слой рукколы с луком. Посмотрите, какой аппетитный маслянистый вид у зелени. Сверху разложите кусочки клубники. Это потрясающе красивое зрелище. Теперь разложите между ягодами кусочки сыра. У меня это нежная горгонзола. Если вы не любите такой сыр, замените его тем, который вам по душе. Я бы посоветовала фету, а для максимально нейтрального вкуса просто нежирный творог с крупинчатой текстурой. Завершите все раскрошенными орехами, оставшейся заправкой и щепоткой хлопьев перца чили. Приступаем к приготовлению пряного соуса из клубники. Он густой, насыщенный, даст фору любому кетчупу. Возьмите для соуса 300 граммов клубники и 100 граммов кетчупа. У меня домашний, ссылка будет в описании. 3 столовые ложки винного уксуса, 1 чайную ложку копченой паприки, соль, черный перец, сахар по вкусу, а также четверть чайной ложки хлопьев чили. Помойте и очистите клубнику. Измельчите ее блендером в пюре. Теперь избавимся от косточек, пропустив пюре через сито. Если лень, то от косточек, конечно, можно не избавляться, но лучше все-таки это сделать. Добавьте в пюре копченую паприку, чили, черный перец, соль и сахар. Насчет сахара ситуация такая же, как и с солью. Добавляйте по вкусу. К тому же клубника бывает более или менее сладкая, так что ориентировочное количество 3-4 чайных ложки. Дальше регулируйте, пробуя соус в конце приготовления.
Отправляйте пюре на огонь, будем избавляться от лишней жидкости, выпаривая ее. Выпаривайте пюре в течение 10 минут, помешивая его. Влейте в пюре уксус, перемешайте и оставьте еще на 5 минут на огне. Перелейте пюре в миску. По мере остывания оно станет еще гуще. Добавьте к пюре кетчуп. Он как бы заземлит все вкусы, добавит глубины и подчеркнет сладость клубники. Перемешайте соус до однородности и попробуйте его. Итак, время моего фаворитного рецепта. Вкусненькое приберегла наконец. Печеночный паштет с желе. Я намеренно сделала желе не слишком плотным, чтобы создать баланс с самим паштетом. Мне хотелось, чтобы и паштет, и желе с ним мягко намазывались на хлеб. Возьмите 500 граммов куриной печени, 1 луковицу, 4 зубчика чеснока, 50 граммов сливочного масла, щепотку сушеного розмарина, соль, черный перец, а также 150 граммов жирных сливок. Для желе потребуется 200 граммов клубники, 150 граммов сухого вина, у меня розовое, 2 столовые ложки бальзамического уксуса, сахар по вкусу, а также соль и перец и 5 граммов желатина. Сразу отправьте желатин в вино и перемешайте, пускай набухают себе в сторонке. Очистите от шелухи лук и чеснок. Луковицу разрежьте надвое и нарежьте грубыми полукольцами. Дольки чеснока можно оставить целыми или разрезать на 2-3 части. Мне нравится разрезать, так они лучше поженятся с остальными ингредиентами. У меня тут молодой чеснок, но это момент не принципиальный. Если о каких-то заменах ингредиентов я не упомянула, спрашивайте в комментариях, помогу. У печени удалите грубые пленки и разрежьте на 2-3 части. Отправьте в жаропрочную форму печень, лук, чеснок. Приправьте розмарином, солью и перцем. Перемешайте. Разложите по поверхности ингредиентов кубики сливочного масла. Запекайте печень с овощами при температуре 250 градусов в течение 25 минут. За время запекания пару раз перемешайте это ароматное великолепие. Этим временем можно подготовить смесь для желе. Очистите клубнику и пюрируйте ее блендером. Протрите пюре через сито. В этом рецепте я прямо настоятельно рекомендую все-таки пюре протереть, даже если лень. Добавьте в пюре соль, сахар, перец и бальзамический уксус. Сахара и соли может быть разное количество. В данном случае сахара у меня вошло 4 чайные ложки. Распустите вино с набухшим желатином. Я делаю это в микроволновке. У меня на это ушла 1 минута. В какую-то удобную емкость влейте клубничное пюре и добавьте к нему зажелатиненное вино. Перемешайте. Я специально перелила смесь в стакан, чтобы показать вам ее цвет. Так, готова печень с овощами. Посмотрите, какие румяные края. Дайте печени подостыть и отправляйте ее в чашу кухонного комбайна. Можно без проблем измельчить и погружным блендером. Измельчите массу, влейте жирные сливки и хорошенько все тщательно смешайте. Масса должна получиться нежной и кремовой. Я не измельчала массу до идеальной гладкости и гомогенности. Это хорошо видно на видео. Вы можете поступить так же, как я, или же измельчить до максимальной однородности.
Распределите печеночный паштет по небольшим емкостям, в которых можно будет его подавать. Подойдут кокотницы, баночки. Постучите ими о стол, чтобы выровнять поверхность. Отправьте паштет в морозилку на 15 минут. За это время он не остынет полностью, но поверхность успеет окрепнуть. Это нам и нужно, чтобы заливать паштет клубничным желе. Если начать заливать сразу, желе и паштет начнут смешиваться, а это совсем не то, что нужно. Отправляйте паштет в холодильник на 3-4 часа до полного охлаждения и застывания желе. Готовьте, получайте удовольствие от своей еды. Спасибо, что посмотрели мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».